Всем привет, с вами Супер, и сегодня мы снова в Roblox Jailbreak. Сегодня опять же видео уже второе за месяц. Что происходит? Что это такое? Что? На самом деле, для начала... Ах ты же этот вот. Ах ты же этот вот. На самом деле, для начала я предлагаю вам посмотреть пользовательский интерфейс, который нам добавили. Он, на самом деле, я его уже, честно признаюсь, посмотрел и предлагаю посмотреть его вам. Однако обновления в пользовательском интерфейсе, к сожалению, не затронули некоторые ограбления, точнее, затронули, но они были затронуты не очень, так сказать, сильно, поэтому там изменений как таковых нет. Я вам покажу одно из них, потому что все остальное будет одинаково. Однако на данный момент мы приближаемся прямо к казино. Так, ну и вот наш интерфейс. На самом деле анимация мне и вправду нравится, ну это и вправду что-то новенькое, потому что обычно интерфейс у нас просто появляется со звуком. Здесь же у нас и вправду появилось что-то новенькое, анимация. Мне нравится вот эта вот корона. Единственное, почему-то мне не нравится вот эта 3D-шная корона. Я не знаю, короче, как ее еще можно было сделать. Почему-то она 3D-шная выглядит не очень. Ой, чуть не умер. Короче, ее надо было сделать не 3D-шной, чисто дело вкуса. Возможно, она вам и правда понравилась. Однако почему-то мне она вообще не зашла. На самом деле, хотел бы вам показать обновление, просто, которое ждали 9 лет, просто. Во-первых, у меня нету геймпасса, как видите. Ой, сейчас вам покажу. У меня нету геймпасса Crime Boss, либо SWAT Team. И я по факту не должен садиться за эту турель. Однако Азима решил сделать так, чтобы все игроки могли садиться за турели. То есть я, образно говоря, могу спокойно стрелять с нее. Мой друг, имеющий Crime Boss, SWAT, там, может водить машину. Я могу стрелять. И самое главное, то, что турель поворачивается на 360 градусов, о чем мы говорили в начале видео. На самом деле, я очень рад, что они сделали как бы вот такую вот как-то подножку. Смотрите, у нас вместо 4 дул, у нас теперь 6 дул. В принципе, это по факту повлияло на скорострельность. Я точно не знаю, как это повлияло. Скорее всего, повлияло. Возможно, он стал и правда скорострельнее. Возможно, он стал менее нагреваться. И в принципе, что бы я хотел от себя добавить, то что я явно заметил, то что отдача стала меньше. То есть, образно говоря, когда я стрелял еще буквально 2 дня назад, может там 3-4 дня назад, то есть отдача была бешеная. То есть стрелять из него было ну невозможно. Сейчас же я могу спокойно стрелять на ходу и попадать по машинам. На самом деле пришло время рассказать вам о самом таком интересном обновлении. Если вы помните, здесь была стена и были ворота. Однако почему-то, по какой-то причине, Азима решил их убрать. То есть здесь, когда ехал поезд, здесь были ворота, они открывались. Но я думаю, вы все и так сами знаете. И как вы понимаете, сейчас это убрали. Скорее всего, это сделали для того, чтобы люди с Powerplant могли спокойно проезжать по рельсам. Хотя, на самом деле, частично я Азима не понял. Да, он хотел сделать, чтобы удобнее игрокам было как бы ехать. Однако, на самом деле, я бы не сказал, что кто-то и вправду сильно жаловался лично, по-моему. То есть люди, да, сказали то, что это неудобно для нас. Типа, мы теряем там 100 баксов, образно говоря. Но все же это 100 баксов. То есть это по сравнению, образно говоря, с миллионами на балансах, это практически ничего. Да, это как бы уже, скорее всего, из-за принципа больше. Но на самом деле, почему убирать стоило и вправду этот забор? Он достаточно выглядел нормально, в принципе, подходил, вправду появлялся какой-то лор, в принципе, то, что поезд тут проезжает, в принципе. Ну, короче, я вот не понимаю этого решения. Оно не так сильно мешало, не так сильно, в принципе, как-то было. Короче, оно не мешало. Вот, это все, что я готов сказать. На самом деле, решение Азима странное. Ну, пускай как будет, реально. Пускай. Ну, это ни на что не повлияло, если честно. Просто уже смысла от этого забора на самом деле очень мало. Только если, образно говоря, не перелазить, как бы... Если поезд уже проезжает эту остановку, то вы никак не заберетесь на поезд. Это как бы
единственная задача, которую выполняет забор на данный момент, потому что остальных задач он на данный момент не выполняет. Ну что, пришло время рассказать вам о моем новом Discord-сервере, на котором вы сможете найти новых друзей, следить за съемкой видео, участвовать в будущих розыгрышах, ну и, конечно, просто пообщаться. Переходи по первой ссылке в описании и принимай приглашение. Ну еще самое главное забыл, к сожалению, бывает такое, забываю. Добавили новую консольную команду для приватных серверов, DS Message, вот наверное, вот так вот. Честно, не знаю. Короче, я на самом деле командами не разбираюсь, как их писать. У меня никогда не было приватки, нету ее. Короче, без разницы. Ну что ж, мы находимся прямо сейчас в тюрьме, чтобы показать вам самое главное изменение, которое добавил Азима. На самом деле, оно находится у вас прямо перед носом. Это удаление вот этих вот ворот. Как вы знаете, здесь были ворота. То есть они здесь открывались, закрывались, не давали пройти в поле. Вот такие примерно как там, только они здесь все время периодически закрывались. Ну и в принципе, да, все. Самое главное обновление я вам показал. Ну и с вами был, как всегда, Супер. Всем удачи, всем пока.